Аюбован, так приветствуют друг друга на Шри-Ланке. А значит, Need for Travel снова колесит по Цейлону. В прошлой серии мы познакомили вас с культурной столицей Шри-Ланки, городом Канди. Мы там провели целых 3 месяца, обкатали весь регион. Кстати, ссылочка есть в описании. И нам не терпелось уже сменить локацию. Хотелось побыстрее добраться к океану. К этому времени в телеграм-чате Шри-Ланки стала набирать популярность локация, о которой раньше мы почти не слышали, Арукамбей. И, как мы поняли, там, как нигде, сейчас на Шри-Ланке ждут туристов. Можно выезжать. Дорога на велосипедах займет несколько дней. По пути к океану мы проедемся по обалденному 18-поворотному спуску, заедем в гости к аборигенам Шри-Ланки племена ведов, а также проедемся по самой худшей на Шри-Ланке главной дороге, по нашему мнению. Наши последние минуты в Лаланга Homestay. Такой себе был наш дом. 3 месяца, весь карантин. Немножечко грустно от того, что надо уезжать. Уже все так сроднились за время карантина, нам так хозяева помогали. И у нас уже даже мысли стали совпадать. Хозяева нам подарили почти такую же фотографию в рамке, как и мы им. Спасибо им большое за это. Но сегодня уже надо прощаться. После долгого прощания мы выехали на маршрут уже в самую жару. Первые 15 километров после карантина. Оля, как тебе едется? Ничего, хорошо. Вверх-вниз, не сильно большой подъем пока. Первый день после долгого перерыва очень непривычно было ехать с баулами. Казалось, что в велосипед наложили камней, а подъемы только удлинили. Трафик оказался довольно насыщенным, и мы поняли, что уже успели отвыкнуть от автобуса. Ну а люди все так же безмятежно стирали одежду в реках. Мы снова поехали через знаменитую дамбу Викторию, о которой рассказывали в предыдущем видео о Канди. Но все-таки пару кадров с дрона вам покажем, так как произошел некий инцидент. Мы заедаем стресс, потому что у нас только что чуть мы дрона не лишились. Вроде так тихо, спокойненько, дроном поднялись, чуть-чуть полетали, возвращаться назад. Он уже почти вернулся, а потом ветер его так тупо на 300 метров. Шух! И нету дрона. Ни сигнала нету, нифига. Потом, слава богу, я думал, он уже утонул, потому что мне уже начало показывать, что минус 20 метров. Думаю, ну все, мы лишились дрона. Потом раз появляется сигнал, и дрон буквально над водой, там, я не знаю, метров 5, ну может 10, оно так не совсем понятно. И он возвращается домой уже в деревья. Кошмар! Я быстро автоуправление схватил, начал его поднимать вверх, чтобы как-то, я не знаю, мои действия, не мои действия сработали, но дрон все-таки поднялся, деревья обогнул, можно сказать, и вернулся на ту точку, откуда взлетал. Это было, конечно, капец, стресс. If I could start the story from the end, then maybe I could end all this pretending. А затем начался затяжной подъем. Нам предстояло заехать на перевал высотой около 900 метров. Начался подъем, пока он не такой крутой, как я думал, но все равно такой не очень приятный, не очень комфортный, скажем так. Мы поднялись на 900 метров. Было сложно? Чуть-чуть совсем. Я ожидал худшего. Я не отношусь, конечно, к пессимистам, но все-таки. Нам еще повезло, что ветер был в нашу пользу, то есть по нашему направлению мы ехали вверх. Было нормально. Мы не можем нормально ехать, я постоянно останавливаюсь, чтобы сфотографировать что-нибудь. Опять сейчас.
сильный, что ехать вообще даже нельзя. Даже мотоциклист остановился. Этот перевал выполняет очень важную функцию. Он разделяет климат Шри-Ланки пополам. Если в Канди сезон дождей был в самом разгаре, то за перевалом не тучки. Благодаря этому на миниатюрной Шри-Ланке сезон круглый год. Ветер тихий, мы теперь едем только вниз уже. Осталось километров 16. Кстати, изначально мы вообще не планировали посещать восток Шри-Ланки, но в апреле в юго-восточной части острова начался сезон дождей. И приятная новость в том, что если в одной части Шри-Ланки сезон дождей, то в другой светит солнце. Так что неудивительно, что в июне после отмены комендантского часа половина застрявших на Шри-Ланке решили поехать в Арукамбей, уголок солнца, цивилизации, серфинга на восточном побережье. После перевала рельеф менялся на глазах. Уже вскоре вместо пальм мы любовались обезьянами рядом с елками. Вот тут спуск нас порадовал. Это были те самые 18 поворотов серпантина, о которых с особым восторгом говорили нам местные. Они очень круто смотрятся с дрона, только полюбуйтесь. А главное, что подъемы на сегодня закончились. Нам осталось только сжать на ручку тормоза и любоваться зеленью рисовых полей. На спуске в Махианганае нас ждали павлины и бескрайние рисовые поля. Хорошие фоточки нафотали сегодня. Большая комната. Да, большая. Без кондиционера $15. Да. Ну, на $15 нормально. Еще покормятся. Мы попали еще и на день рождения. Там куча народа внизу. Нам принесли тортик, сок. Еще, говорят, рису принесут. Нас угощают бесплатно. Да, но для этого надо идти на пати. Я устал. И это самое дешевое жилье, которое мы смогли найти в Махианганае. Да, это дороже, чем обычно. В 2 раза дороже, чем мы жили в Канди. Да и выбора в Махианганае у нас особо-то не было. Не самое популярное место среди иностранцев здесь. Мы же тоже сюда приехали только потому, что за день до океана на велосипедах мы никак не успевали доехать. Нужна была остановка на полпути. Но, кстати, мы и не пожалели совсем. Место тут очень хорошее. Особенно вид на рисовые поля на фоне гор. Только ради этого стоило уже тут остановиться. Название города Махианганае в переводе с сингальского значит такая долина перед горами. И очень классно здесь смотрятся рисовые поля и храмы на фоне них. Говорят, что это одно из первых мест, которые Будда посетил на Шри-Ланке. Закрыто? Эти ланкийцы меня удивляют. Вот самое первое место, которое посетил Будда. Нет, а вот это Будда посетил первое место. Нет, вот здесь Будда посетил. А вот это самая древняя ступа. Нет, вот самая древняя ступа. А вот в том городе самая древняя ступа. Нет, в том городе самая... Вы что, блин, издеваетесь? Определиться не можете, куда Будда приехал в первый раз. Они просто говорят, вот самое древнее место. И таких мест на Шри-Ланке, блин, с десяток. А вот этот храм нам показался прям какой-то инопланетный. Вид у него уникальный. А вот название, как множество других буддийских храмов на Шри-Ланке, Шри Маха Бодхи. К сожалению, внутрь нас не пустили из-за короны. Это часовая башня и огромная статуя Будды – 2 примечательных места в самом сердце Махианганае, которые сложно не заметить. Кстати, возле статуи Будды стоит громкоговоритель, откуда чуть ли не круглосуточно можно услышать мантры или новости. Ох уж повезло людям, которые живут рядом.
Но это еще не все. Сейчас мы расскажем, почему стоит задержаться в Махиянганае на денек-два. Ведь такого, как тут, вы мало где найдете. В 17 километрах от Махиянганаи находятся племена ведов. Они якобы дикие, и мы сейчас едем к ним, и они нам будут втирать о том, какие они дикие, древние, и может показывать свою культуру. Культуру ладно, но поверить в то, что можно остаться диким в 17 километрах от города, ну, я не знаю, насколько это нужно быть наивным. Если раньше племена ведов заселяли большую часть Шри-Ланки, то сейчас таких поселений на острове сохранилось очень мало. Вот даже монумент с луком, который показывает, что здесь нужно поворачивать к ведам. Сразу же на повороте нас встретил вед-экскурсовод, но мы решили, что обойдемся без посредников и поехали дальше уже в деревню. Ну, дорога к ним древняя прям. Веды говорят на языке веда, говорят, что это такая смесь сингальского с добавлением еще дополнительных слов, нам так сингальцы рассказывали, но язык веда более древний все-таки. За моей спиной находится музей ведов, но сейчас он закрыт, потому что сейчас вторая волна коронавируса. Так, продолжаем ехать. Уже заехали в национальный парк. Типичный грязевой домик ведов. Корона. Tahanaman. Stone fire, hunting, dance, lullaby. Bela ko tirang diklano. 30 minutes. 5,000. For 2,000? 4,000. 3,500, okay? No, okay. Okay. В общем, село сегодня закрыто, но за 3500 рупий мы договорились, что нам сейчас все покажут. Хотя вначале они хотели 6000, мы сторговались уже. И сейчас мы приехали просто в какое-то место в джунглях, и они втроем сейчас будут нам показывать, как они там стреляют из лука, добывают огонь, в общем, всякие штуки. Fire. Yeah, fire. Jungle tree, cotton. Стружку с дерева какого-то. Кремний. Это все завернуть сейчас. Ну да, ну сейчас нормально. Тут температура. Kalihan itu ban ko. Kalihan ko tit bangkui. Hondomai. Dusi. Pedda bar. In Vedaland. Это плата была на улице. Ой, прикольно. Padoni kan tua lamboke dengan dana padoni ngekan di pa opakon tabola padoni mona dengan do la raya ngapi lori la raya ngami lori la raya ngapi lori la. Это только что была колыбельная. Alhamdulillah. Hari sana kabar lek tuh. Itu mai. Ya. Itu nih, adalah datang pun mandira pasti. Artinya butuh lagi pakai lalu. Tapi had dapat. Kalau pun.
You monkey, you eat? Monkey. Kavilla. Nunana magana ngita laura da ngargana kuno ko tadi pitawatu ragana kupan denne dauru ragana beba allege pitayanga ragana ngotte pen. А это танец для молитвы. Manga chai galpo jeranda ala gelpo jeranda ala kandupa jeranda. Сейчас будет сценка, как будто один будет девушка, другой парень. Вот у них свадьба, и после свадьбы они уходят на медовый месяц в джунгли. Вот. Получается, что парень ведет девушку в джунгли. С луком, с топориком. Надеюсь, вам понравилась программа за 3500 рупий. Не, ну повеселили. Это было забавно. Да, да. Особенно охота. А медовый месяц? Медовый месяц от охоты отличался только тем, что с лука не стреляли. И хотя понятно, что в 21 веке сложно уже удержаться в джунглях и не поддаться благам цивилизации, старшее население все еще сохраняет свой первозданный облик. Таких аксакалов мы встречали по дороге в деревню. По внешнему виду классических ведов можно узнать по длинным волосам, бороде, топорику или луку и, конечно же, отсутствию обуви. Главное, что мы до сих пор это часто вспоминаем с улыбкой, а посещать ведов или нет, решать уже вам. Теперь мы едем к озеру. Выбрали не самый популярный маршрут, если не сказать, что вообще не популярный. Мы тут, наверное, единственные туристы за все времена. Обычно мы ездим по асфальту, но без вещей мы не против по грунтовке прокатиться. Вот так вот нежданно-негаданно появляется асфальт. Просто идеальный. Оля, какая тебе дорога лучше? Вот эта вот грунтовая или может все-таки асфальтированная? Ну, для разнообразия грунтовая. Вот мы доехали до озера Сорабора, которое находится в километре от города Махиенганая. Очень красивое место. И тут почти никого нету, одни коровы пасутся. Прям как в национальном парке, с видом на горы. Класс. Еще до нашего приезда в Махиенганаю на Фейсбуке меня нашел Лонкидс и пригласил нас к себе в кемпинг на озеро Сорабора. И я не очень-то удивилась, что случайно встретила его вживую во время нашей прогулки к озеру. Он нас не узнал, но, конечно же, показал нам свой бизнес на озере. На озере Сорабора хозяин предлагает прям комплекс, то есть включен туда завтрак, обед, шашлыки, катание по озеру на лодке и ночевка вот в таком вот домике
в джунглях. Это стоит около 10 тысяч рупий за день. Very good place, very nice place. You come in my camp. В общем, тропа превратилась просто в лазание по скалам с велосипедом. Но мы почти его по кругу объехали. Чуть-чуть осталось. Экстрим. Мы проехали пол озера Сорабора и оказались на основной туристической смотровой точке, откуда открывается очень классный вид на озеро. В общем-то, здесь в любом месте классный вид, потому что озеро очень классное, живописное. Сюда можно либо приехать с велосипедами, как это сделали мы, либо прийти пешком. Но если будете ехать с велосипедами и будете обходить озеро, то имейте в виду, что в некоторых местах вы не сможете крутить педали, потому что просто придется тащить велосипед на себе. Но так вы быстрее доберетесь к озеру. Если вы приедете просто на смотровую площадку, то очень классно бы приехать сюда на велосипеде. На следующий день нам предстоял долгий 110-километровый переезд в Батикалуа. Мы выехали по гладкой дороге и вроде бы ничего не предвещало беды, но тут все пошло не по плану. Таких дорог на Шри-Ланке мы еще не встречали. Вот так сюрприз. А мы еще и вышли поздно, и время близилось к обеду. В общем, мы попали. Тебе не нравится? Да просто как по ней можно ехать? Я даже не хочу. Ничего не оставалось делать, как взять тайм-аут и покушать манго. Нас тут угостили манго. Уже вторая тарелка. Мы впервые поменяли так кардинально наши планы. Доехали буквально 30 километров, потом увидели, что дорога, просто, это не дорога, это кошмар какой-то. Еще проехали, может, километр, так, не, все, разворачиваемся. Решили поменять маршрут, короче, сейчас доедем до поворота и свернем в другом направлении, поедем куда-то. Причем дофига, было бы там чуть-чуть, еще ладно, 80 километров нам надо проехать. Мы свернули с дороги, стой, а здесь такая же, может даже хуже еще. Ну по ней нам всего 25 километров, а не 80. Я думаю, уже как-нибудь сегодня проедем. Изначально в Бибиле мы ехать не планировали, потому что там не было на букинге жилья, но теперь выхода у нас не было, а застрять в джунглях на грунтовой дороге ночью с опасными дикими слонами мы еще больше не хотели. Дорога стала хорошей. Новенькая. За 16 километров до Бибила случилось чудо. Новая дорога. Надеюсь, такая она и будет. Ну, сзади мы оставили плохую дорогу. Тут ее уже пытались улучшать, правда, но пока что безрезультатно. Городок Бибиле, в котором мы остановились, оказался настолько близок к природе, что по главному перекрестку лазил варан, и местным пришлось его отгонять палками, чтобы его ненароком не сбили. Мы все-таки нашли единственный гестхаус на букинге в этом городе, но он оказался фальшивым, и пришлось нам искать что-то в округе. Хорошо, что в этом отеле нас приняли, хотя они, наверное, были в шоке вообще, что к ним приехали иностранцы. А сегодня мы наконец-то думаем попасть в Ругамбей. Осталось нам 100 километров. Успеем мы или нет? Не знаю, уже 10:30. На этот раз мы уже не стали рисковать и проверили качество дороги заранее на Google Street View. Вот сегодня дорога куда лучше, посмотрите. По такой можно ехать 100 километров. Мало чему мы в последнее время так радовались, как ровненькому асфальту, который начался сразу же, как только мы выехали из Бибиле. Сокращенная дорога? А рискнем. Мы с основной трассы свернули вот на такую сельскую дорогу. Достаточно хорошую. Вот, я по Гуглу вчера посмотрел, что здесь вроде как качественная дорога, можно ехать. Решили по ней поехать. Машин почти нету, так хорошо едем среди
пальм, леса, местные домики тут еще стоят. Интуиция и Google Street View нас не подвели. 30 километров дороги in the middle of nowhere оказались настолько крутыми, что, кажется, лучше трека и не придумать. Просто какой-то ботанический сад с идеально ровным дорожным покрытием. И местные, которые, кажется, впервые в жизни видели велотуристов, и мы им казались каким-то миражом. Ладно, еще Юра на велосипеде, или чтобы девушка ехала на велосипеде, тут в селах такое не принято. Впрочем, как и много где. В шоке, короче, они были и не скрывали этого. Некоторые местные даже садились на байки, чтобы нас обогнать, а потом позвать соседей, чтобы те вышли из домов на нас посмотреть. Если бы в этих селах были свои газеты, мы бы явно были на первых страницах. Я не знаю, видно вам угол наклона или нет, но он слишком приличный, чтобы ехать нам. Фух. Что ты там притворяешься? Единственным недостатком этой дороги оказался большой перепад высот. Вниз едешь быстро, а наверх пока поднимешься. В общем, когда велокомпьютер показывает 50 градусов по Цельсию, ехать было нелегко. И на полпути мы малеха подзадолбались. Но мысль, что уже сегодня мы будем на пляже, давала нам силы. Ты устал? У меня жопа болит. Ну, еще не критично, но уже не очень приятно, так сказать. Надавил, короче. Спиной. Так юда. Пока доехали из Канди до моря, пришлось пересечь 4 провинции. А затем по пути мы снова заехали в национальный парк. И снова 100-500 табличек «Остерегайтесь слонов» с фотками, где дикие слоны толкают автобусы. И мы такие, ну окей, хотя бы издалека уже увидеть слонов. С этой мыслью мы проехали уже почти весь национальный парк. И вот тут Юра почему-то остановился. Свершилось чудо! Наконец-то мы увидели слонов! Надеюсь, вам видно. Сколько мы уже по Шри-Ланке ездим, куча этих табличек, куча навоза слонов, а слонов нет. Вот сегодня только первый раз увидели. Диких, конечно же. Я уже не раз видела слонов, но увидеть их в живой природе – это что-то намного больше. Только ради этого уже стоило ехать на Шри-Ланку. Так что наша дабл-миссия на день была выполнена. Слонов мы увидели, до Ругамбея доехали. Когда мы приехали в Ругамбей, никто и не удивился тому, что мы увидели слонов по дороге. Ведь практически все, кто там остановился на какое-то время, уже видели слонов и не раз. Ведь слоны здесь разгуливают по полям на закате и рассвете. Была даже история, когда слон зашел в город Патувили. Давай не будем рассказывать эту историю опять. Мы же ее уже рассказывали в видео о национальном парке Кумана и животном мире на Шри-Ланке. Да, ты прав. Продолжение истории вы можете узнать по ссылке в описании. И тогда узнаете, почему люди так закрываются от животных, а не животные от людей. Хотя, возможно, вы уже видели на нашем канале 3 следующих видео в хронологическом порядке про Ругамбей. Ведь это одно из самых популярных мест для серфинга и тусовок иностранцев в Шри-Ланке. Такое себе шри-ланкийское Бали. Поэтому из-за Ругамбея мы сразу же отправляемся в Батикалоа. Если вам интересно наше велопутешествие, то ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал вместе с колокольчиком. Ведь в следующих видео мы будем колесить по востоку Шри-Ланки вдоль океана. Приключения только начинаются. До встречи!